Мягкая карамель. Рецепт очень многогранный. Из одних и тех же ингредиентов можно приготовить совершенно разный продукт. От жидкой карамели с консистенцией соуса до густой и вязкой массы для ирисок. А добавляя в основной рецепт вкусовые добавки, такие как мед, соль, орехи, специи, можно получить самые неповторимые вкусовые оттенки. Сегодня я покажу, как приготовить мягкую соленую карамель для начинок с медовыми нотками. Для этого нам понадобится сахар, мед, жирные сливки, масло и морская соль. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Наш канал приближается к отметке 10 тысяч подписчиков. Нам очень приятно, что вы нас смотрите, делитесь нашими видео и оставляете свои комментарии. А кто еще не с нами, обязательно подписывайтесь. А мы начинаем. В сотейник или кастрюлю с толстым дном высыпаем 170 граммов сахара. Туда же добавляем 30 граммов меда. Ставим на средний или чуть меньше среднего огонь и начинаем нагревать, помешивая все это деревянной лопаткой с длинной ручкой. Помешиваем смесь, чтобы сахар плавился равномерно и ни в коем случае не пригорел. Если вам не нравится медовый привкус, то можете заменить мед на глюкозный сироп или патоку в тех же пропорциях. Про различные кондитерские сахарные сиропы у нас есть отдельное очень подробное видео. Вы можете посмотреть его целиком или воспользоваться тайм-кодами в описании и перейти на интересующий вас раздел. Пока сахар плавится, у нас есть время заняться сливками. Отмеряем 160 граммов жирных сливок и нагреваем их практически до кипения. Удобнее всего делать это в микроволновке, так как на момент добавления они должны быть максимально горячими. Карамель приобретает насыщенный цвет, весь сахар растворился, начинается сильное кипение. Значит, самое время деглазировать карамель. А это самое сложное. На этом этапе нужно быть предельно осторожными, и именно для этого нам нужна ложка с длинной ручкой. Выливаем горячие сливки в карамель. Сначала часть и очень активно перемешиваем. Прям быстро-быстро. Доливаем все сливки. Следим, чтобы пар и брызги карамели не попали на руки. Это очень больно. Как только вмешали все сливки, выключаем газ. И теперь можно вводить добавки. У нас это будет мелкая морская соль. Ее вкус в карамели мне нравится больше, чем обычной каменной, но вы можете экспериментировать. Сразу же добавляем 100 граммов сливочного масла, порезанного на кусочки. Перемешиваем до полного растворения масла. А теперь можно перелить готовую карамель в емкость для хранения и дать ей полностью остыть. После охлаждения такая мягкая карамель не застывает, а остается мягкой и тягучей. Ее удобно использовать для создания карамельных слоев в тортах или для наполнения капкейков. А еще она просто божественна в сочетании с шоколадными крекерами. Попробуйте, и вы полюбите этот рецепт всем сердцем.